Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Краснов, я генеральный директор компании «Энергия Холода». И я рад вас приветствовать на нашем заводе в городе Сертолово, Ленинградская область. Мы – это компания «Энергия Холода». Мы работаем с 2011 года и производим холодильные машины, градирни, насосные станции, системы автоматизации, системы водоподготовки, оказываем проектно-монтажные услуги. Сегодня я хочу рассказать вам про испарительные конденсаторы серии VRX. Это конденсаторы с центробежным вентилятором. Как мы пришли к мысли о создании такого конденсатора? Мы с 2015 года производим открытые и закрытые градирни. И производство испарительных конденсаторов является логичным продолжением, расширением нашего модельного ряда. В чем преимущество наших испарительных конденсаторов? Во-первых, это технология сборки. Обратите внимание, все панели выполнены из оцинкованной стали. Дальше они покрываются порошковой окраской. То есть получается, что каждая деталька перед сборкой полностью окрашивается. Таким образом мы исключаем коррозию. Рама вся выполнена также из горячей оцинкованной стали. Весь крепеж выполнен из нержавеющей стали. Это все сделано для того, чтобы испарительный конденсатор не ржавел, мог эксплуатироваться продолжительное время, 20-25 лет, и мог быть разобран для замены каких-то узлов. Данные испарительные конденсаторы могут быть оснащены большим количеством опций, такие как система автоматизации, система водоподготовки, разнообразные датчики, подогревы, шумоглушители, системы снижения видимого парения, ограждения и так далее. То есть сделано все для того, чтобы вы могли заказать испарительный конденсатор в том исполнении, в котором вам необходимо. Ну и не надо ничего колхозить. Вместо сварки мы используем герметик и крепеж из нержавеющей стали для того, чтобы предотвратить коррозию в местах сварных соединений. В стандартном исполнении эти испарительные конденсаторы идут корпус из оцинкованной стали и теплообменник из оцинковки. Однако по спецзаказу вы можете заказать корпус из нержавеющей стали и теплообменник из нержавеющей стали, либо корпус из окрашенной оцинковки, а теплообменник из нержавейки. Одно из важных наших преимуществ заключается в том, что мы собираем испарительные конденсаторы на болты из нержавеющей стали, в отличие от наших американских, европейских или китайских конкурентов, которые собирают это на саморезы. В чем преимущество сборки на болтах? Когда ты вкручиваешь саморез в оцинкованную сталь, ты неминуемо срезаешь покрытие, и таким образом образуются очаги коррозии. Применение болтов из нержавейки полностью решает эту проблему. Очень важный момент, особенно в текущих геополитических условиях, заключается в том, что при производстве наших испарительных конденсаторов мы не используем импортные комплектующие. Все комплектующие отечественные. Электродвигатель отечественный, корпус отечественный, даже пластиковые ручки и то российского производства. Наши испарительные конденсаторы собираются в теплом и чистом цеху в Ленинградской области по стандартам ISO 9001. Интересной особенностью испарительного конденсатора данного типа является наличие патрубка для подпитки системы орошения. То есть не надо придумывать каких-то баков, каких-то трубопроводов лишних. Все предусмотрено, вы подаете подпитку на данный фланец.
При разработке наших испарительных конденсаторов особое внимание мы уделяем удобству и безопасности обслуживания. Обратите внимание, как легко можно обслужить электродвигатель. Он находится в нижней части испарительного конденсатора с очень легким доступом. Также обратите внимание, что в испарительном конденсаторе нет никаких редукторов. Вентилятор приводится в действие с помощью надежной ременной передачи, срок службы которой более 25 тысяч часов. Продолжаем тему про безопасность и удобство обслуживания. Смотрите, как здорово и элементарно можно обслужить поддон данного испарительного конденсатора. Откручиваете барашки, снимаете лючок. Конечно, в такой одежде не стоит обслуживать испарительный конденсатор, нужно одеться подобающе и ныряете туда. Самое главное, чтобы не повредить нежные части сервисного инженера, мы оснастили отверстие специальным резиновым уплотнителем, чтобы, не дай бог, ничего не порезать. Дорогие друзья, мы с вами находимся на высоте 6 метров на верхней отметке испарительного конденсатора. И сейчас я расскажу вам о принципе работы испарительного конденсатора. Смотрите, теплообменник, который вы видите, вот он красивый такой, глянцевый, горяче оцинкованный. В него заходит аммиак, ну, предположим, аммиак, да, или, например, пропан. И дальше под воздействием орошающей воды, видите, вот в этих черных трубах, в них расположены форсунки, и вода, которая орошает теплообменник, проходит через эти трубы, через форсунки и попадает на теплообменник. Снизу с помощью вентиляторов, которые находятся в нижней части испарительного конденсатора, воздушным потоком обдувается теплообменник. Таким образом, вода, которую мы распыляем на теплообменник, она испаряется и отнимает очень большое количество теплоты от теплообменника и от газа, который за счет отъема теплоты конденсируется внутри теплообменника. Обратите внимание, что каплеуловители установлены сверху, выполнены из специального белого пластика с добавкой титана. Это сделано для того, чтобы он не разрушался от воздействия ультрафиолета. Таким образом, принцип работы испарительного конденсатора очень простой. В теплообменник подаем газ, теплообменник обливаем водой и обдуваем воздухом. За счет этого газ внутри теплообменника конденсируется. Важной особенностью данного испарительного конденсатора являются центробежные вентиляторы нижней установки. Какой в этом смысл? Смотрите, вентиляторы находятся в сухом потоке воздуха. Они забирают воздух, продавливают его сквозь теплообменник, и таким образом замерзнуть ничего не может. Воздухозаборные окна полностью отдалены от поддона. Сам центробежный вентилятор имеет диаметр всего 800 мм. Он статически и динамически отбалансирован на нашем заводе. Таким образом, с ним не возникнет никаких проблем. Ну, сравните с осевыми вентиляторами с размахом лопастей 3-5 метра. Испарительные конденсаторы такого типа используются для конденсации разнообразных газов, таких как, например, аммиак или пропан. Одна из моих любимых опций для испарительных конденсаторов такого типа – это горячий резерв двигателя. Смотрите, в этом конденсаторе двигатель установлен только слева. Однако, если вам нужна повышенная надежность данной установки, вы можете установить в горячем резерве двигатель и справа. Они будут находиться на одном валу, и будет специальная система автоматизации, которая будет переключать на другой двигатель в случае, если какой-то из двигателей будет поврежден, сгорит или будет на обслуживании. Таким образом, вместо установки двух испарительных конденсаторов для резерва, вы можете установить один испарительный конденсатор с горячим резервом электродвигателя. Дорогие друзья, сегодня вы узнали о производстве испарительных конденсаторов NCT серии VRX. Вы узнали, как работает испарительный конденсатор, какие у него особенности, какие преимущества, какими опциями он был оснащен. Спасибо вам большое за внимание. Приезжайте на наш завод, посмотрите на наши проекты и убедитесь в нашем российском качестве. До скорых встреч!